А никто и не заметил, а будущее уже настало. И вот светодиоды уже повсюду и продолжают вытеснять все остальные технологии с рынка. Интересно, как же это произошло и почему? А вы на канале Тимофей из Китая. Тимофей — это я. Сегодня расскажу вам основные 6 преимуществ светодиодных технологий. Надо же с чего-то начинать ваше просвещение. Погнали! Цоу-цоу-цоу! А может быть и нет. Вообще, сегодня я собирался записывать ролик на другую тему, так как мы уже побывали на производстве светодиодов. Можете посмотреть вот тут, если еще не посмотрели. Или вот тут, неважно. В общем, смотрите. А сегодня я собирался записывать ролик про, собственно, светодиоды, какие у них бывают характеристики, какие бывают сами светодиоды. Но что-то пошло не так. Тим Юрьевич, подскажи, пожалуйста, а почему именно светодиоды? Пока мы начнем рассказывать про светодиоды, люди такие, вообще в чем прикол светодиодов? Почему светодиоды, а не все остальное? Какие у них преимущества? Вот про это я сегодня и собирался рассказать. Давай. Ну и вот поэтому, собственно, решил я сегодня записывать этот ролик, где я вам расскажу про основные преимущества светодиодов, зачем они нужны, кому, почему. Ну, вот это вот все. Вот теперь уж точно погнали. И начинаем с самого первого преимущества светодиодных технологий, светодиодов как таковых. Это их эффективность. Так как, наверное, все уже слышали, что светодиодные лампы, они более эффективны, чем все остальные лампы. А вот насколько эффективны? Давайте вспомним лампу накаливания. Это что-то типа вот этого, ну, это уже светодиодная. Лампа накаливания. Кто знает, какая у нее эффективность? Эффективность, напоминаю, измеряется в люменах на ватт. То есть сколько энергии мы сожгли, 1 ватт, к примеру, и из этой энергии 1 ватт мы получили какое-то определенное количество света, измеряемого в люменах. Так вот, эффективность обычной лампы накаливания 10 люмен на ватт. То есть с лампочки 100 ватт мы получаем 1000 люмен. Вот. 1000 люмен нам достаточно, чтобы осветить одно небольшое помещение, например, кухню у вас дома. То есть лампа накаливания — это у нас 100 ватт, светодиодная лампа. Средняя светодиодная лампа, даже самая дешевая, по нынешним технологиям изготовленная, имеет эффективность 100 люмен на ватт. То есть это в 10 раз выше. То есть вам уже не нужно покупать лампочку на 100 ватт, вы покупаете лампу на 10 ватт и получаете то же самое количество света. А самые дорогие качественные лампы имеют еще более высокую эффективность, например, 150 люмен на ватт. Это уже довольно высокий показатель. Тогда вам вообще понадобится лампочка на 7 ватт на светодиодах. Итого мы получаем экономию на электроэнергии, которая падает сразу же на сколько? На 90%. Ну, может быть, дома вы особо этого не заметите, но если у вас дом большой, а если у вас какое-нибудь промышленное производство, подсобное хозяйство, и вы до сих пор пользуетесь старыми технологиями освещения, меняете все лампы на светодиоды и получаете приличную экономию. Итак, второй пункт в нашем списке – это долговечность. Долговечность светодиодных ламп, но в чем она измеряется? Как правило, долговечность или ресурс любого оборудования, в том числе и ламп, освещения, измеряется в часах. У светодиодов этот параметр довольно-таки высокий. Опять же, возвращаемся к сравнению с нашей любимой лампочкой накаливания. Насколько она рассчитана? А лампа накаливания рассчитана, как правило, на 1000 часов службы. То есть такую лампу вам дома придется менять 1-2 раза в год при среднем потреблении. У светодиодных ламп, опять же, они бывают разные по качеству. Если мы берем обычную лампочку, недорогую, которую сейчас можно купить в магазине, она рассчитана на примерно 10-15 тысяч часов. То есть уже раз 15 она должна дольше прослужить. На самом деле есть нюансы. А нюансы заключаются в том, из чего сделана эта лампочка, какие внутри используются компоненты. Если взять хорошие комплектующие, хорошие блоки питания, хорошие светодиоды, и все это еще грамотно собрать, в таком случае такие лампы могут прослужить примерно 50 тысяч часов. На них, как правило, дается гарантия 5 лет, а то и 10 лет. И вот представьте, ладно, опять же, мы оставляем наше домашнее хозяйство, а вернемся к промышленности. Вот у нас есть уличные светильники, которые большие, мощные, дорогие. И, допустим, вы купили дешевые уличные светильники, повесили их где-то там на трассе и забыли. Но дешевые светильники, как правило, работают 1 год. То есть в чем экономия? Тут у нас в сравнении с обычными лампами ее уже практически нет. Потратьте хотя бы немножко больше денег, не скупитесь, возьмите хорошие качественные светодиодные светильники, которые отработают вам минимум 5 лет, а то и 10, если повезет. И в таком случае вспоминаем, сколько вам обходится замена одного светильника на столбе. Нужно вызвать команду, нужно вызвать специальный автомобиль,
который это все дело обслужит, да? А в некоторых местах вообще нужно вызывать команду промышленных альпинистов где-нибудь на стадионе, например, чтобы они заменили вам светильник. Во сколько это обходится? Если взять хороший, качественный светодиодный светильник, не пожалеть денег на него, то вы можете сразу забыть про эту проблему лет на 5. Это минимум. Ну и вот теперь прикиньте, собственно, ваши расходы. А может, стоило сразу купить хороший, качественный светильник, а? Но, Тим Юрьевич, смотри, такой вопрос. При всех таких положительных свойствах LED-светильников, почему тогда обычные лампочки Ильича все еще популярны, а не заменены ледами? Да все просто, опять же, цена. Сколько стоит лампа накаливания? Рублей, наверное, 5. Я вот не знаю современные цены, но когда последний раз я видел их в магазине, они стоили 5 рублей. А светодиодная лампочка стоила 1000 рублей. Экономия не очевидна, да? Можешь подумать, может, я все-таки буду каждый день менять лампу накаливания? Ну, прошло какое-то количество лет, и сейчас лампа накаливания, найти их уже сложнее, есть ограничения на их производство. А светодиодные лампы в цене уже упали. То есть можно пойти в магазин и за вполне доступную цену купить светодиодную лампу. Понял. Итак, переходим к третьему пункту в нашем рейтинге. Экологичность и безопасность. По-хорошему можно их разделить и отдельно поговорить про экологичность, отдельно поговорить про безопасность. Мне кажется, это понятия довольно близкие, поэтому пусть будет два в одном. И вот чего же такого экологичного и безопасного у нас в светодиодных светильниках? Во-первых, не содержит никаких вредных химических компонентов. Там ртуть, свинец. Это все практически уже исключено из данной технологии. При производстве используются самые базовые компоненты. Это в корпусах мы используем пластики разные, АБС, поликарбонат и так далее. Внутри у нас, опять же, ничего такого нет. Обычная печатная плата, либо алюминий, либо это текстолит. Светодиоды сами по себе тоже не содержат никаких вредных химических компонентов. Ни ртути, ни свинца там ничего нет. В отличие от некоторых других ламп, например, все помнят ртутные лампы, энергосберегающие лампы. У них внутри содержится небольшое количество ртути, поэтому разбивать их не рекомендуется. Если вы разобьете светодиодную лампу, с ней ничего не произойдет, она просто сломается, ее можно выкинуть без проблем. Соответственно, не нужно никакие специальные меры по утилизации. Вы просто ее выбрасываете. Также светодиодные лампы не излучают ни в ультрафиолетовом спектре, ни в инфракрасном спектре. Если вы, конечно, не купили себе специальную светодиодную лампу, которая на это настроена. Такие тоже бывают. Но в среднем они работают исключительно в видимом спектре. Спектр безопасный, для глаз никак не вредный. Но смотрите, Юрьевич, я очень часто замечал, что на дешевых лампах очень высокая пульсация. Это же не соответствует нормам и вредно для глаз. А вот про пульсацию мы в одном из следующих пунктов поговорим. Я на этот вопрос еще отвечу. Также светодиодные лампы, светильники и все вот это, оно работает на низких токах, в отличие от некоторых других видов ламп, которым для работы нужно несколько тысяч вольт. То здесь у нас это обычный полупроводниковый продукт, внутри которого проходят токи, там порядка 40 вольт, 50 вольт. Максимум 220, если это у вас, например, лента рассчитана на 220 вольт, и то это только вот здесь находится. То есть нет никаких 1000 вольт опасных, то есть вполне безопасных для применения в домашних условиях. В некоторых странах еще напряжение внутреннее, оно регулируется. Например, в Соединенных Штатах там есть ограничение, по-моему, в 56 вольт. В России это может быть немножко не так, у нас другие законы, но в целом примерно все то же самое. И вот про экологичность и безопасность поговорили. Вопросы есть? Вопросов нет. Переходим к следующему пункту. А это у нас, собственно, качество света. И что же здесь такого у нас хорошего в этом качестве света? Давайте про такие параметры вспомним, как, например, цветопередача, интенсивность света и так далее. То есть в светодиодных светильниках, так как мы можем настроить свет так, как нам надо, еще при производстве светодиодов, светодиодные светильники дают яркий, равномерный, сочный свет, практически не пульсируют. Коэффициент пульсации, как правило, тоже указывается в характеристиках. В недорогих светодиодных светильниках пульсация может быть, но в более качественных ее, как правило, нет. Тим Юрьевич, а что эта пульсация дает? Чем она плоха? Ее же невооруженным глазом не увидеть. Не увидеть. Но можно, например, достать из кармана телефон, включить камеру, навести на светильник. Если у нас картинка вот так дрожит, значит светильник дает пульсацию. Если не дрожит, пульсацию не дает. Невооруженным глазом эту пульсацию нам не видно, но она немножко взаимодействует, влияет нам на мозг.
Если постоянно сидеть и работать под таким светом, может появиться какое-то утомление в глазах, может у кого-то голова начать болеть, например. Поэтому, выбирая светильник, берите тот, у которого пульсации нет. А также можно еще рассказать о том, что существуют специальные светодиоды с повышенной цветопередачей. То есть можно настроить, чтобы он светил так, практически дублируя солнечный свет. Ни один другой светильник такого не дает. Если посмотреть на спектрограмму разных светильников, вот, например, спектрограмма лампы накаливания, она вообще дает только желтый свет. Вот, например, спектрограмма энергосберегающей лампы. Видно, что у нее есть несколько пиков, там красный, синий, зеленый, как правило. Создается при помощи люминофора, который внутри трубки находится. Комбинируя эти цвета, мы видим белый. А вот спектрограмма светодиодного светильника, можно заметить, что она очень равномерная во всем видимом спектре. Такой светильник дает свет практически неотличимый от солнечного. Значит ли это, что можно использовать такой светильник для выращивания растений? Да, можно. Но светильники для выращивания растений – это отдельная тема, там маленько другие спектры применяются, тема широкая. А вот правильная цветопередача – это очень часто применяется, например, при записи видео. Неожиданно, да? Вот у нас стоят несколько светильников, которые дают хорошую цветопередачу. Как правило, все профессиональные светильники для фото и видео как раз-таки сделаны на данный момент из светодиодов. И у них вот такая вот спектрограмма, которая полностью повторяет солнечный свет. Когда мы делаем фотографии, чтобы картинка выглядела максимально сочно, насыщенно, никакие цвета не терялись. Ну, вот, в общем, все вот это. Ну, переходим к 5-му пункту. Тут хотелось бы поговорить про управляемость светодиодных светильников. Какие еще есть технологии светильников, которые позволят вам практически в реальном времени поменять, например, цветовую температуру света, яркость, мощность, угол. Ну ладно, угол это маленько другое. Но одной уже возможности поменять цветовую температуру света перекрывает вообще все, что только есть. А вспомним еще про то, что сейчас появились технологии умного дома. И те же самые светильники, вот такие вот лампы, они могут светить белым, теплым белым, холодным белым, а могут вообще светить красным, синим, зеленым, каким угодно цветом. И это все будет в одной лампе встроено сразу же. Захотели дома дискотеку устроить, нажали на телефоне пару кнопочек, вот вам дискотека с подсветкой. Весело. Кстати, если мы говорим про управляемость, тут еще, опять же, забываем про наше домашнее хозяйство, переходим в промышленный сектор. И вот наша улица, где мы повесили наши светодиодные уличные светильники. А было бы неплохо, если бы они включались автоматически, например, только вечером, когда солнце село. И сначала они включались на полную мощность, а после 12, например, когда люди уже не ездят и не гуляют по улицам, они бы автоматически снижали свою мощность. Отличное применение технологий. Между прочим, в России такие разрабатываются. Кому интересно, обращайтесь. Как так вот, в одном диоде несколько там цветов может быть? То есть ты как ты сделаешь, что вот он... Внутри же печатная плата, на нее можно напаять сколько хочешь светодиодов разных. То есть нужно именно... Это я так, это между нами чисто. Вот этот чип он берет, устанавливает на ленту или на что, и он умеет-то какой цвет этот сам чип? Или что? Или как? Я не совсем понимаю. Есть несколько разных вариантов. То есть обычно белый светодиод у нас устанавливается один чип, синий, который потом люминофором раскладывается на весь остальной спектр, и у нас получается белый. Можно положить на подложку чип, вот, например, синий положили, и все, и залили его прозрачным люминофором. Он будет светить просто синим цветом. А чипы бывают не только синие, они бывают разных длин волн. Бывает, например, чип зеленый. Это специально. Мы тогда положили чип, закрыли его прозрачным люминофором, он будет светить только зеленым. Соответственно, нужно, чтобы чип был, получается, определенного цвета. И да, и нет. То есть, с одной стороны, если мы хотим, чтобы светодиод светил у нас только зеленым, мы туда можем положить просто зеленый чип. И все. А если мы хотим, чтобы он у нас, например, светил 3 цветами, один светодиод, 3 цветами, мы можем положить в него 3 разных чипа. Но у такого светодиода должны быть выводы, несколько выводов, чтобы можно было регулировать каждый цвет. Есть такие более крупные светодиоды, у которых не 2 ножки плюс-минус, а 6, например. Плюсов 2 плюса, 2 минуса. Так, что у нас получается? 3 плюса, 3 минуса. И который будет каждый к своему чипу подключен внутри одного светодиода. Можно решить эту проблему по-другому. Можно сделать, чтобы каждый отдельный светодиод светил своим одним светом, а потом мы просто на печатную плату напаиваем 3 разных светодиода и подводим к ним 3 контура управления. То же самое. Вот в светодиодной ленте, например, у нее мало места.
И в таких лентах, как правило, вот один чип установил сюда, один диод, и в диоде внутри уже стоит 3 чипа, а может даже и 5. Потому что бывают RGB White светодиоды. У него будет RGB, Red, Green, Blue и White. У него будет 4 чипа внутри стоять. А если у нас печатная плата, такая крупная, мы можем просто на нее накидать этих светодиодов, там несколько десятков, и все разные. Главное потом с управлением разобраться, где что к чему будет подводиться, включаться. Это отступление про управляемость. Ну хорошо, вот там же тоже, вот смотри, лента, и там цветов 10, наверное. Что там, 10 получается? Чипов разных. Да, вот там как раз я посмотрел, там стоят те самые светодиоды. Один большой светодиод, у которого внутри стоит 4 чипа. Красный, синий, зеленый. И еще один синий, который залит белым люминофором. Ну и последний бонусный пункт, 6-й. Я уже думал, о чем бы еще рассказать. А в целом интересная особенность данной технологии, что можно сделать светильник практически любого размера и любой формы. Вот я тут несколько образцов приготовил, да, вот, например, здесь. А это вообще вот ленточка, а это вот лампочка. И вот это тоже светодиодный светильник направленный. И это тоже лента. А если еще вспомним про уличные светильники, а какие-нибудь светильники, которые устанавливаются на стадионах, вот такие огромные. В общем, нет ограничений для фантазии. Любой светильник, который вы там себе в голове придумали или придумали ваши дизайнеры. А инженеры... Дальше задача инженера воплотить это вот во что-то уже физическое. И по сути нет никаких ограничений. Вот, собственно, мы обсудили все основные преимущества. Подведем итог. Что у нас там было? Экономичность. Можно просто сэкономить денег, поменяв все светильники на светодиодные, потому что нету сейчас на данный момент технологии, которая потребляет меньше энергии, чем светодиоды. Долговечность. Забудьте про замену светильников, если вы поставите хороший качественный продукт со светодиодами внутри. Вот прям поставили и забыли. Вы скорее дом ваш раньше продадите, чем вам понадобится светодиодную лампу поменять на что-то другое. Экологичность и безопасность. Собственно, никаких проблем с переработкой, никаких вредных веществ. И даже если лампа такая упадет и разобьется, ну, веничком смели и выкинули, забыли. Нет проблем. Качество света. Но здесь оно просто лучшее. Нет никакой другой технологии, которая давала бы свет лучше, чем светодиоды. Потому что, опять же, мы можем задать любые параметры света еще при производстве. Управляемость. Можно спокойно регулировать яркость, цветность и так далее. Разнообразие форм и размеров, об этом мы тоже уже поговорили. Практически никаких ограничений. Пожалуй, единственный сдерживающий фактор до сих пор, почему все вот не кинулись и не перешли на светодиодные технологии, наверное, все еще остается цена, так как это одна из самых недешевых технологий. Ну, хотя, в принципе, есть технологии подороже, но у них уже просто будущего нет. Переходим на светодиоды. Вот, собственно, мы и разобрались с основными преимуществами данной технологии. А вот в следующем видео я расскажу вам уже о том, какие бывают светодиоды, какие у них бывают характеристики, как и хотел до этого. Поэтому, чтобы не пропустить новый ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому что-то непонятно, пишите в комментарии, постараюсь ответить. С вами был Тимофей. Всем пока. Вообще, вот да, так вот, да, красава.